Друзья, всем привет! С вами Тарас Поздний, и это новостной выпуск. Сегодня мы поговорим о промежуточных результатах осеннего сезона на восьмитысячниках в Гималаях. Почему промежуточных? Потому что еще не все экспедиции закончены, и у меня есть не все данные обо всех восходителях, но времени ждать их нету, потому что уже завтра я улетаю в Танзанию на Килиманджаро, где проведу две группы. Поэтому результаты промежуточные, возможно, чуть позже будет больше данных и информации. Итак, на осенний сезон 2021 года правительство Непала выдало 211 пермитов участникам 22 различных экспедициях на 3 восьмитысячника. Это в первую очередь Манаслу, это Дхаулагири и, как ни удивительно, Канченджанга. Всего же осенью планируют восхождение 460 человек, в том числе шерпы, но это не только на восьмитысячники, мы же остановимся именно на восьмитысячниках. Манаслу. Конечно же, в первую очередь мы остановимся на этой вершине. Это такой осенний аналог Эвереста, что ли, потому что вершина очень популярна среди восходителей, пользуется большим спросом, наверное, в первую очередь из-за своей относительной доступности. Кстати, у меня есть на канале видео, в котором я сравниваю Манаслу, Чоою и даже Эверест и рассказываю, какая вершина, по моему мнению, лучше всего подходит для первого восьмитысячника. Кто еще не видел, посмотрите. Этой осенью на Манаслу, впрочем, как и всегда, собиралось достаточно большое количество восходителей. Это 171 иностранный альпинист, которым были выданы пермиты, а также в сумме с шерпами общее число составило 342 восходителя, что является примерно 75, может даже чуть больше, 80% от общего количества всех желающих подняться на восьмитысячники осенью 2021. Из 17 различных экспедиций на Манаслу было 2 украинских. Конечно же, в первую очередь меня интересует, и самое важное для меня, это экспедиция Кулуара. Это наша такая первая коммерческая экспедиция на Манаслу. Тем лидером был Вова Рожко, очень опытный восходитель, мастер спорта международного класса. Мы вместе были в 2017 году на Манаслу, а кроме Манаслу он еще поднялся на Макалу, сделал первое прохождение, и на Гашербум второй. Было еще 4 участника, 3, причем планировали подниматься без кислорода, но в последний момент в 4-м лагере все-таки передумали, решили идти с кислородом. Ребята очень сильные, поднялись очень быстро. Где-то там 4:30 утра были уже на вершине, и сейчас затемно. Мое мнение, могли бы, конечно, подняться и без кислорода, но решили перестраховаться. Тарас, привет! Сегодня 28 сентября. Завел всех куларовцев. Всех завел на вершину Манасла. Вот она где-то там сзади. Погода плохая, холодно. Ну ничего, все зашли на вершину. Я поднялся 2 раза на вершину. Уже спустился до 8000 метров. Встретил Илью с шерпой. Ну и решил составить ему компанию. Вот, осталось безопасно спуститься вниз. От всех большой привет. Вот, свяжемся уже на равнине. Прием. Всем привет. Хочу сообщить всем такую новость веселую. Сейчас в данный момент нахожусь на вершине Манаслу. Высота 8163. Благодаря этому человеку, который ничего не понимает, конечно. Всем хочу сказать спасибо. Вот. Вид не очень пока здесь вокруг. Но поверьте, это оно. Дышит тяжело. Все, всем огромное спасибо еще раз. Всех обнимаю. Всех люблю. Илья Кенигштейн поднимался с 3-го лагеря, поднялся на вершину и в тот же день спустился, по-моему, в 3-й или во 2-й лагерь. Ребята же в тот же день спустились в базу после восхождения. Это было 28 сентября. Вчера все прилетели уже в Катманду, а завтра по плану будут уже возвращаться домой. Сегодня вечером у всех вылет, так что экспедиция завершена фактически. Еще осталось только вылететь с Катманду. Ребята молодцы, всех поздравляю, очень рад, потому что я всегда был на саппорте, и для меня эта экспедиция, пускай я не присутствовал там в Непале, но вот
уже словно бы сам поднялся. Очень рад за всех. Вторая экспедиция украинская, это экспедиция Миши Поддубного. Там собралась спортивная команда. Все ребята идут без шерпов, без кислорода. Но детальной информации о ходе экспедиции сейчас у меня, к сожалению, нет. Не получилось ее получить. Только знаю по инричу, что 30 сентября Миша был на вершине, не знаю, там в полном составе команда поднялась или не в полном, а сегодня уже спустился в базовый лагерь. Поэтому я думаю, он очень скоро выйдет на связь, и мы очень скоро увидим все детали. Будем ждать и смотреть, и болеть, чтобы все поднялись и все хорошо спустились. Также в этом сезоне на Манаслу было несколько примечательных или даже невероятных восхождений, которые мне хочется отметить. В первую очередь это восхождение Рустама Набиева, который во время ЧП потерял обе ноги. Но его это не сломило, это его дух, и он продолжил. Он поднялся без двух ног 2 раза на Эльбрус во время подготовки. И вот буквально вчера поднялся на вершину Манаслу. Вы просто представьте, когда ты ногами идешь, тебе тяжело, а тут на одних руках. В общем, это невероятный пример силы воли. И когда мне в следующий раз будет тяжело где-то там на 8000-никах, я буду вспоминать, что Рустем шел на Манаслу без ног, на одних руках. Достойно похвалы и всяческого уважения. Также 29 сентября на штурм вышла тройка ски-альпинистов. Это полька Анна Тибор и итальянцы Федерико Секи и Марко Майори. Они идут без использования кислорода и планируют спуститься на лыжах. Точнее уже спустились на лыжах. Анна сообщала, что команда достигла вершины в 15:00, и Анна стала первой женщиной в мире, которая сделала полный спуск с Манаслу на лыжах. К сожалению, в сезоне не обошлось и без трагедий. По сообщениям с базового лагеря стало известно, что 29 сентября канадский альпинист Брент Сил, которому было на тот момент 37 лет, погиб где-то между 3-м и 4-м лагерем. Как говорят, на 7800 предположительно он перенес инсульт, но спустился чуть ниже, и сейчас его тело уже спустили в базовый лагерь. Сочувствие всем родным, близким и знакомым. На сегодняшний день непальские туроператоры сообщают, что в сумме на Манаслу поднялось уже более 100 участников. И в принципе этот сезон можно считать очень и очень успешным. И скорее всего мы получим информацию еще о дополнительных восхождениях буквально в течение нескольких следующих дней. Перейдем к Дхолагири. Дхолагири — это вершина не так далеко от Манаслу, и по высоте она ушла тоже чуть-чуть выше. Манаслу 8163 считается, 8156, 163, Дхолагири 8167. Но в то же время Дхолагири технически намного сложнее, и осенью восхождения на эту вершину осложняются большим количеством снега. В принципе, так было и в этом году. Перильная команда шерпов тропила буквально по пояс в снегу, но 1 октября она сообщила, что смогла достичь вершины. В составе перильной команды, точнее ее лидером был мой знакомый Сану Шерпа, который уже проходит 14 восьмитысячников по 2-му кругу, и это стала его 11-я вершина на 2-м круге. Я думаю, еще годик, и у нас будет первый человек в мире, который прошел 14 восьмитысячников дважды. От Seven Summit Treks на вершину поднялось 21 участник, включая шерпов. От новой компании 8K Expedition всего 2 участников, и от Pioneer 7 участников. Еще примечательно, что среди восходителей, клиентов на Дхолагири было больше женщин, чем мужчин. Среди них 2 непалки, которые стали первыми непальскими женщинами, которые поднялись на Дхолагири. Но, конечно же, больше всего мы, да думаю и вы, следили за экспедицией на Дхолагири 82-летнего испанца Карлоса Сория. К сожалению, сразу скажу, что глубокий снег помешал ему, а точнее протезу в его коленах. В общем, из-за проблем с коленями Карлосу пришлось отказаться в очередной раз от Дхолагири. Если
я правильно помню, то это была его то ли 11-я, то ли 12-я попытка подняться на эту вершину. Кто не знает, Карлос Сория планирует стать самым возрастным восходителем на 14 восьмитысячников. Ему не хватает до завершения программы всего 2 вершины. Это Тхуалагири. Повторюсь, 11 или 12 попыток восхождения на эту гору он уже сделал. И это Шишапангма. На Шишапангму он поднялся на вершину центральную высотой 8008 метров, но не поднялся на Шишапангму главную высотой 8027 метров. А именно главная Шишапангма засчитывается в официальную программу 14 восьмитысячников. На данный же момент возрастной рекорд по программе 14/8 принадлежит поляку Петру Пустельнику, который завершил ее в 2010 году и которому на тот момент было 59 лет. Также мы ждем новости от Люка Смитвика и Иэна Куо, которые планировали спуститься с Тхуалагири на лыжах в рамках своего проекта Himalayan 500. Ребята поднимаются на вершину в альпийском стиле, без использования шерпов, без кислорода. И с середины сентября они перестали постить новости в свои соцсети, решив сосредоточиться полностью на восхождении. Поэтому и новостей у нас о них особо нету. Но ждем результатов и надеемся, что все хорошо. Перейдем к Канченджанге. Канченджанга — это 3-я по высоте вершина мира, высотой 8586 метров. Это очень высоко, это почти К2, чуть ниже Эвереста. И тем не менее в осеннем сезоне есть тоже восходители на нее. Есть один таинственный клиент, имя которого пока неизвестно, который идет в составе компании Alpenglow и альпинистов Топо Мэна и Карлы Перес. На Канченджанге была весьма хорошая погода, которая позволила шерпам провесить перила до высоты 4-го лагеря. Также сделали заброску кислорода в 4-й лагерь и уже достаточно акклиматизировались. Пока непонятно, что там с датами штурма будет, но пермит на восхождение действует до конца октября, поэтому время у ребят еще есть и в принципе все еще может получиться. Целый месяц в запасе. Будем смотреть и держать наши кулачки. Друзья, вот такая сводка новостей получилась. В целом она очень позитивная, хотя, как это и бывает на восьмитысячниках, не без нотки грусти. Я уже завтра улетаю на Килиманджаро, буду снимать для вас еще один выпуск. Проведу 2 группы. Кстати, 18-10 еще вы можете записаться, если кто-то сильно хочет. Ссылку на Килиманджаро я оставлю под описанием этого видео. Ну а вы же не забывайте подписаться на канал, оставить комментарии, буду вам благодарен. И до встречи в горах. Пока.